Когда 25-летняя Хизер и 30-летний Джошуа с годовалым малышкой Лили переехали в новый дом, то думали, что сейчас начнется счастливая семейная жизнь. Однако вместо этого они оказались в настоящей ловушке. Они столкнулись с тем, во что раньше вообще не верили, с настоящим призраком. Гостевой дом, в котором поселились молодые родители с ребенком, принадлежит маме Джошуа. Женщина живет прямо через дорогу. Поначалу все было хорошо, однако потом стали происходить странные вещи. Хизер насторожило то, что у дочки на лице стали появляться странные царапины. Поначалу женщина не придала этому особого значения, подумала, что ребенок случайно поцарапался. Раны зажили, а вскоре на их месте появились новые. Хизер встревожилась не на шутку. Впрочем, как и ее супруг. Испуганная женщина побежала к своей свекрови вместе с дочкой и поведала о случившемся. Хизер высказала предположение, что, возможно, ребенок случайно сам себя поцарапал. Когда свекровь приложила руку малышки к странным отметинам, то стало ясно, что это явно не ее рука, она не могла нанести себе такие травмы. С тех пор жизнь Хизер и Джошуа превратилась в настоящий ад. По признанию женщины, она стала слышать мужской голос, а еще странный шум, доносящийся с лестницы. Все это в совокупности с царапинами на лице Лили наталкивало на мысль, что в доме есть полтергейст. Как рассказывает Хизер, однажды она проснулась ночью от того, что кто-то ее душил. Она чувствовала чьи-то крепкие руки на своей шее и не могла ни кричать, ни пошевелиться. После цепочки странных событий женщина уже боялась возвращаться в дом и вообще ложиться спать. Тревога и беспокойство стали ее постоянными спутниками. В стремлении найти правду и разобраться в ситуации супруги решили больше узнать об истории дома, в котором они поселились. Свекровь рассказала, что изначально гостевой домик строился для брата бывшей владелицы. Сама хозяйка вроде как скончалась, упав с лестницы, ведущей на второй этаж. И тут Хизер осенило. Так вот почему она слышала странный шум, доносящийся именно с лестницы. Все это было весьма правдоподобно. А по поводу странного мужского голоса, так он мог принадлежать брату, для которого и был построен дом. Ведь неизвестно, где он сейчас и что с ним случилось. Возможно, он умер таинственной смертью. Хизер и Джошуа, дабы подтвердить или опровергнуть догадки о существовании призрака, решили установить в комнате камеру видеонаблюдения. На следующее утро они посмотрели видео и были шокированы тем, что увидели на экране монитора. Там был призрак. Фигура появлялась из центра комнаты и двигалась по направлению к двери, ведущей в коридор. У супругов больше не осталось сомнений. В доме действительно есть полтергейст, и он явно не рад появлению семьи. Хизер и Джошуа стало страшно находиться в таком жилище. Они стали думать, как бы оттуда съехать, а параллельно опубликовали свою мистическую историю в интернете. Очень быстро с ними связались журналисты и взяли интервью. Так супруги прославились на всю Америку и стали известны даже за ее пределами благодаря интернету. Эта история наделала немало шума во всемирной паутине, и нет ничего удивительного в том, что ею заинтересовались эксперты. Например, блогер Кенни Бидл, который занимается изучением разных паранормальных явлений. Он является экспертом в данной области и старается объяснить каждую ситуацию с точки зрения науки и логики. В какой-то степени Кенни можно назвать скептиком. Первое, на что обратил внимание блогер, так это на продолжительность видео. Супруги рассказывали о том, что оставили включенной камеру на целую ночь. Почему тогда они вырезали 5-секундный ролик? А где же полная версия? Кенни подметил, что на видео фигура никуда не исчезает, а лишь движется в сторону двери. И, кстати, не виден момент ее появления. Блогер предположил, что найдет ответы на вопросы в полной версии видео, ведь сделать какие-то выводы по 5-секундному фрагменту крайне сложно. В итоге Кенни отыскал ролик длительностью в 12 секунд. На нем было явно видно, как фигура из центра комнаты направляется в сторону коридора и выходит через дверь. В это время ребенок приподнимается,
берется за бортики кроватки и оглядывается по сторонам, будто кого-то высматривает или ищет. Вопрос: разве призраки выходят через двери? Вообще-то они имеют свойство проходить сквозь стены и исчезать в пространстве. Да и появляются они из ниоткуда. Плюс ко всему Кенни подметил, что странная фигура отбрасывает тень. А ведь призраки, как мы знаем, бесплотны, они не могут отбрасывать тени. Соответственно, на видео запечатлено физическое осязаемое тело. Далее блогер обратил внимание на экран включенного телевизора. По идее, там должна была быть движущаяся картинка, однако на экране внезапно застыло одно изображение. При этом запись скрытой камеры не прерывалась. Изучив подробно видео, Кенни пришел к такому выводу: никакого призрака в комнате не было. По крайней мере, на видео явно не полтергейст, и это факт. Блогер изложил свою версию развития событий. Родители лежали на диване и смотрели телевизор. Потом один из них нажал на паузу, встал с дивана и вышел из комнаты. Возможно, для того, чтобы сходить в туалет или взять какое-нибудь лакомство. Поэтому и ребенок ведет себя соответственно. Малышка увидела и услышала, как прошел мимо кто-то из родителей, и привстала на кроватке. Кенни попросил обратить внимание на то, что Лили никто не трогал, то есть призрак не проявлял к ней никакой агрессии, что уже противоречит тому, что изначально заявляли родители. Чтобы подтвердить свои слова, Кенни решил провести эксперимент. Он предварительно изучил модель и технические характеристики видеокамеры и убедился в том, что производитель уведомил покупателей о том, что при плохом освещении устройство дает блики, что может искажаться изображение. Блогер заметил на видео, что камера лежит на столе с гладкой поверхностью, которая бликует, что еще раз говорит о том, что устройство было размещено неправильно. В подтверждение своих слов Кенни полностью воссоздал ту самую обстановку на видео и прошелся от середины комнаты к двери. Результат получился таким, как и предполагал блогер. На видео его фигура была точно такой же расплывчатой, как и на ролике, предоставленном супругами. То есть любой человек может при неправильном размещении камеры превратиться в призрака. Что касается царапин на виске у малышки, то здесь Кенни говорит, что в качестве доказательства предоставлено только одно фото очень низкого качества. Когда оно было сделано, неизвестно. Царапины здесь можно рассмотреть с большим трудом. Почему нет других снимков? Почему родители не показали дочь журналистам? Якобы, уже раны зажили до приезда съемочной группы? Весьма странно. Кроме того, блогер не исключает, что малышка могла поцарапаться сама. А может, все эти раны – просто вымысел родителей? После того, как блогер завершил собственное расследование, он случайно увидел на краудфандинговой платформе компанию, созданную Хизер. Женщина поставила цель собрать $5000 на переезд. Когда Кенни попытался с ней связаться, то она тут же его заблокировала. Странно, не так ли? Ведь блогер просто хотел рассказать о результатах своего эксперимента.